Теплое путешествие, уже 28 градусов. Сегодня мы едем в город Лодзь, Лодзинское воеводство. Это был самый первый город польский, который мы посетили. Один из самых больших промышленных городов Польши. Столица нашего воеводства. Посмотрим, что там интересненького. В Лодзи много чего интересного, именно фактура и просто архитектура, и парки всякие. Погода сегодня хорошая, поездка должна быть удачной. А сколько градусов? 28. Пап, сколько градусов? Андрейка же 28. А сколько раз мы уже в Лодзи были, мам? Пап, подскажешь? 98, наверное. Ну, раз 100 точно были. В любую погоду. Приехали. Город Лодзь никогда не входил в перечень туристических достопримечательностей Польши, потому как это город-фабрик и промышленности. Лодзь всегда был промышленным городом, а также космополитическим. Это город 4 культур – польской, немецкой, еврейской и русской. Столица одноименного воеводства. Однако и тут можно открыть для себя много удивительного. Город фестивалей и польского кино. Практически каждые выходные тут проводится какой-нибудь фестиваль. А самый красочный и популярный – фестиваль света, который проходит в последний уикенд сентября. Площадь Свободы. Раньше называлась Новый рынок, который в XIX веке был ключевым местом текстильного поселения для поселенцев из Чехии, Пруссии и Саксонии. Самое значимое здание площади – это ратуша. В центре находится памятник Тадеушу Костюшка. Костел Пятидесятницы был построен в 1826-28 годах в стиле классицизма и первоначально был похож на здание ратуши. Но по окончанию войны костел был перестроен в стиле эклектики. Одна из самых длинных в Европе. Пешеходная улица, 4 километра. Пассаж Розы. Зеркальный двор. Зеркало. Хрусталь. Везде зеркало. Где? Девичий рай. Отражается там что-то? Отражается. Пассаж Розы. Мое самое любимое место Лодзи. Весь дворик отделан осколками зеркал в виде роз. Словно попадаешь в созеркалье страны чудес. Автор проекта – художница Джоанна Райковска. Этот проект символизирует очень хрупкую больную сетчатку глаза дочери художницы. Чтобы заново собрать воедино фрагменты зеркальной реальности, нужно приложить много усилий. Именно в солнечный день тут невероятно красиво. Переливается. Драгоценные камни. Очень интересное место.
Попали в Зазеркалье. Алиса в стране чудес. В Зазеркалье. Класс. Все переливается, сверкает. В конце дворика в этом году высадили красивые розы, которые дополняют концепцию проекта. Настя, ты видела этот рай? И розы. Класс. Мы находимся в пассаже Розы. Это арт-объект. Двор полностью сделан из стекла. Художница посвятила ее своей дочке, у которой были больные глаза. Очень интересное место. И в этом году здесь высадили очень красивые розы. Красивые розы. Вже хтось виїхав. Ароматизатор. Давно ти рози нюхала? 100 лет назад, когда ты мне дарил. Ну і як вспомнила, Чуть-чуть. як це було? Чудесное место. Прекрасно. Девичий рай. Куча зеркал. Да? Свет очень красиво отражается и куча бликов получается. Как Алиса попала в сказочную. Угу. Сколько бликов. В этом городе нет традиционной рыночной площади, но зато есть своя изюминка – улица Петриковская. Самая известная и самая длинная в Европе пешеходная торговая улица. Она была создана на месте дороги, ведущей в город Петриков-Трибунальский. Тут расположены магазины, рестораны, кафе, сады, пабы и музыкальные клубы. Раньше в городе было много пунктов с арендой велосипедов, а сейчас электросамокаты вытесняют велосипеды. Улица растянулась на 4 километра, и пройти пешком ее будет непросто. Поэтому есть возможность осмотреть ее на электросамокате. Жарко. Жарко. Ну, нормально. А что водичку купил?
Лодзь очень зеленый город, тут около 70 скверов и парков, а это 2378 гектаров леса. Скажу по секрету, что здесь находится мой любимый ботанический сад, один из самых больших в Польше. А вот и создатели индустриальной Лодзи, памятник промышленникам. За столом сидят трое владельцев фабрик, короли польского хлопка: Израиль Познанский, Харальд Шейблер и Хенрик Роман. Тепло? Художественный дворик Войцеха Сюдмака. Красота. Угу. Угу. Уникальность проекта «Рождение дня» заключается в том, что работа размещена на 260 плитках керамогранита, самая большая из которых имеет размер 2 метра, а самая маленькая 25 сантиметров. Общая площадь инсталляции составляет 350 квадратных метров и украшает не только стены дома, но и окна. Работа по созданию этого проекта заняла 2 года, а используемая технология является первой в мире. Роспись изготавливается на керамических пластинах пигментом высшего качества, и цвет может сохраняться в течение 300 лет. Уютное местечко. Чтобы нарисовал в таком дворике. Марвел. Нет. Глянь, табаки. Глянь, черт из табаки. Памятник безымянному фонарщику. Поводом для установления этого памятника стало столетие со дня основания первой электростанции в Лодзи.
ремонт. Как видите, даже на самой известной улице находится много многоквартирных домов, которые не ремонтировались годами и не соответствуют современным строительным и санитарным нормам. Часть из них уже реконструируют, но все же часть зданий продолжает постепенно разрушаться, и это печально. Хлопська ізба. Коли ви перший раз приїжджали, ми заходили, по-моєму, в цей дом. Коли в музей анімації, там Наша первая стара ізба. ізба. Хлопська. Ну да. Гуляя по Петраковской, стоит обязательно посмотреть вверх. Фасады зданий полны интересных, эклектичных архитектурных деталей. Но также обязательно взгляните себе под ноги, и вы увидите аллею звезд польского кинематографа. Ведь не зря именно в Лодзи начинается карьера польских режиссеров, операторов и актеров. Артур Рубинштейн. Именно в Лодзи родился Артур Рубинштейн. Памятник Артуру Рубинштейну установлен перед многоквартирным домом, где когда-то жил известный пианист. Семья Артура Рубинштейна протестовала против установки этого памятника. Скульптура также вызвала много споров и среди художников и музыкального сообщества Лодзи. Существующий памятник планируется заменить на более художественный. Мы находимся на улице Петраковской, а сейчас сзади меня находится самый красивый и известный дом на этой улице. Один из символов Петраковской улицы, богато украшенный многоквартирный дом под Гутенбергом, появился в 1896 году. Здание имеет эклектичный фасад. В нем сочетаются элементы неоготики, ренессанса, барокко и модерна. В 1970-х годах этот дом был признан самым красивым многоквартирным домом в Лодзи. Невозможно прочувствовать улицу Петраковскую без ее уютных внутренних двориков. Если хорошо приглядеться, то можно найти для себя уютный и тихий уголок в каком-нибудь дворике, где можно отдохнуть от суеты и шума, ну и перекусить.
Самый вкусный и популярный польский десерт, конечно же, пончики. Каких только не бывает начинок. Ну, конечно же, и мы, сладкоежки, не могли пройти мимо. Пончик с кавой. Сколько? Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусный. У меня с ягодой. Дырочка. Вкусняшка. Итак, первая часть нашего путешествия в Лодзь подошла к концу. В следующем видео вас ждет продолжение наших приключений в Лодзи. Не забудьте оставить небольшую благодарность, комментарий и лайк. Я буду счастлива. Пока!